Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в данном видео я буду изготавливать верстак в эту маленькую мастерскую. Вообще, как говорят, что театр начинается с вешалки, а вот на мой взгляд, любая мастерская начинается с верстака. И верстак должен быть толковым. Но у меня изначально все пошло через жопу, и поэтому верстак я буду изготавливать именно сейчас, спустя 2 года как. Значит, на самом деле, спроектировать и изготовить стол в эту маленькую мастерскую довольно-таки непростая задача. Почему? Потому что мастерская всего лишь имеет длину и ширину 3 метра, она очень маленькая, стол должен быть и большим, и маленьким одновременно, нужно продумать именно его габариты, чтобы его не цеплять боком, не спотыкаться об него, а также именно его конструктив. Ну, во-первых, что я хочу видеть от этого стола? Этот стол должен быть сборочным столом, это первое. То есть на этом столе я должен, точнее, во всяком случае, могу собирать и разбирать какие-либо девайсы. Во-вторых, это должен быть и слесарный стол с интегрированными тисками, все как положено. В-третьих, это должен быть сварочный стол. И в-четвертых, это должен быть стол, на котором я могу покрасить какую-либо деталюху, не зафаршмачив весь стол. Также я в этот стол интегрирую 2 ящичка, в которых будут храниться инструменты, которые нужны часто при работе за этим столом. Я интегрирую сюда переносочку, то есть которая будет именно в столе умонтирована, чтобы можно было спокойненько. Я занимаюсь, например, паечкой, я розеточку вставил, все под боком, все близко, не надо тянуться никуда там за какой-либо розеткой. Нужно подключить дремель, все подключается здесь, блок питания, все подключается здесь. Вот, я вижу здесь пару стеллажей для хранения, то есть самый нижний, средний, ну и в принципе 2 полочки. Также я уже повторюсь, интегрирую сюда тесочки. Здесь будут и слесарные тесочки, и обычные тесочки по металлу. Ну и что еще? Надо еще предусмотреть одну единственную вещь, как бы. То есть стол иногда будет испытывать ударные нагрузки. То есть он должен стоять жестко и выдерживать большие удары. Например, кувалдочка какой-нибудь маленькая. Ну и поэтому как бы посадить этот стол на сами колесики я от этого отказался сразу изначально. Ну потому что это все шевелится, дрыгается, мне это не нравится. Но задачку я эту выполнил и предусмотрел отдельный девайс, с которым я вас ознакомлю. Для чего это нужно, подвижность? Ну, мне необходимо после какой-нибудь деревообработки убраться в этой мастерской. Я могу спокойненько этот стол задвинуть в сарайчик, а здесь спокойно пропылесосить и все убрать. Ну, а теперь, после длительного, так сказать, разглагольствования, я знакомлю вас с эскизами этого стола. Ну, значит, мое видение стола выглядит следующим образом. Я вижу его конкретно так. Значит, ширина стола будет 70 сантиметров, длина его будет 110, а высота 95. Высота 95 сантиметров – это именно конкретно высота, удобная для меня, для моего роста, для моего горба, для моего наклона. Все как вот мне вот именно удобно. Из расчета была взята практика. Значит, здесь у нас есть первый ярус, это все сделано будет и сварено из профиля, сверху фанера. Второй ярус тоже сварен из профиля и с фанерой накрыто. Ну и секции сваренные под ящички. Ящички будут выглядеть вот следующим образом, разделены на 2 части, чтобы можно было ящик выдвигать и в эту сторону, допустим, если я с этой стороны стола работаю, и в ту сторону, когда я работаю с наждаком. То есть у меня получается как бы с 2 сторон рабочий стол. С этой стороны хранится то, что мне нужно для наждака, а с этой стороны хранится то, что мне нужно, например, для сборки или разборки. Вот. Значит, в самой нижней части 2 опор стола будут прикручены вот такие вот большие ролики, которые я купил в магазинчике. Значит, ролик, когда стол стоит ровно, он не касается пола, поэтому стол стоит жестко, неподвижно. Но когда мне его нужно перетащить, при помощи вот этих вот ручечек, я здесь их обозначил на выноске, я приподнимаю стол, и он спокойно катится на колесиках. Мне кажется, это будет грамотное решение. Вот. Ну и сами слесарные тесочки, они выглядят, ну, это очень простой механизм, 2 направляйки, резьба, проставки, сварка, все как, в принципе, и положено быть. Сверху стола будет 2 листа фанеры, стянутые между собой саморезами, и здесь у нас будут отверстия, перфорация. Для тех, кто не знает, для чего они нужны, я потом в дальнейшем покажу их функционал и их предназначение. Ну, значит, для изготовления всего девайса нам понадобится квадратный профиль. В общем, я изготавливал его из того, что у меня было, собственно говоря, в сарайчике и валялось на улице. У меня надыбалось квадратный профиль на 60, профиль 40 на 60, профиль
квадрат 15, а также листовой металл. Это пойдет на опоры. Ну и купил я 2 листа фанеры 12-мм на перегородки. Значит, у нас на столешницу пойдут, конечно, 3 штуки листа, 2 будут прикручены, 1 будет сменный, переворачиваться вверх и вниз. Ну а на сами перегородки, на стеллажи, тут будет, ну в принципе такого же размера именно лист фанеры, только с вырезками углов. Ящичек, ну вот ящичек будет выглядеть примерно как-то так. Ну что же, начнем заготавливать материал, резать, варить и собирать. Да, вот этот хлам пойдет как раз таки на конструктив стола. Да, БУ, да, ржавая, да, зачищать. Ну, работаем с тем, чем имеем. Идеалочка. Так. 133. И 133. Если диагоналечка ровная, значит прямоугольник ровненький. Ой, изумительно получилось. Просто сказочно. Клево. Ну а теперь на верхнюю часть стола, а это конкретно вот эта часть, я сделаю подпорки под ящики. Значит, она у нас будет выполнена из уголков, они же и будут направляемыми. Вот. И серединку я вынес на высоту 150 и тоже 2 уголка присандалил. Ну и вот в итоге у нас получается именно паз под тумбочки. Привариваем.
Ну а теперь настало время смонтировать тиски. Значит, механизм этих тисков наипростейший. Две направляйки и один винт, собственно говоря. Так, это прижимная губа, она выполнена из 3 листов фанеры, склеенных между собой. Фанера 12 мм, то есть собрал я пакет, сжал струбцинами, получился такой монолитик. Вот, я загодя просверлил уже все отверстия, чтобы вам показывать уже чисто сборку. Здесь находится 2 отверстия под направляйку, и здесь уже профрезерованные отверстия под винт. Значит, направляющими у меня будут шпильки диаметром 12 мм, длиной 300, и на них наварены шайбочки с отверстиями. Шайбы нужны для того, чтобы прикрутить эти направляйки к самой прижимной губе. Значит, это ставится вот так, и это ставится вот так. Ну и сейчас мы эти шайбочки... нет, мы их прикрутим по месту, когда они уже будут стоять. Пока они пусть так. Значит, винт для этих тисков М16 шпилька обычная. Да, не подходящая, конечно, шпилька для тисков. Крутить очень долго, потому что мелкая резьба. Но, извините, ребят, все, что есть у меня под рукой. Значит, на необходимое мне расстояние я уже прикрутил сюда гаечку. И просверлил насквозь вместе шпилькой и гайку. Зафиксировал болт с резьбой. Все, стоит намертво. Значит, что нам необходимо? Нам необходимо сюда поставить шайбочку. Эта шайбочка нужна для того, чтобы не гайка вращалась по фанере во время вращения, а вращалась по шайбе. А шайба уже стоит на самой фанерке. Но так как это у нас части вращаются, мы сюда добавим солидольчику. И у нас все будет помягче ходить. Вот, в качестве самой передающего крутящего момента я буду использовать удлиненные гайки М16. Гайки, конечно, полное говно. Резьба у них была недорезана, пришлось калибровать. Ну, что есть, то есть. Значит, у меня уже здесь загодя просверлено отверстие и нарезана в нем резьба. Значит, что я делаю? Я ставлю сюда упорную шайбочку. Эта шайбочка нужна для того, чтобы не гайка давила на саму губу, а именно распределяла на шайбу давление. Значит, здесь мы сюда солидольчика тоже добавим, потому что это трущиеся части. Поехали собирать. Готово. Зазорчик, в принципе, нормальный. Ну и все. Чтобы зафиксировать именно гайку, чтобы она не отворачивалась от винта, я тоже это просверлил все насквозь, нарезал резьбу и вворачиваем сюда вот такой болтик. Так, сейчас возьмем отверточку. Готово, не отвернешься. Ну и чтобы она не отворачивалась, мы ее законтрогаем гаечкой с нейлоновой прокладочкой. Ну, теперь ты никуда не денешься. Все, намертво. Ну и в качестве крутилочки обычная шпилька такая же, 12 миллиметровая. С двух сторон нарезана резьба. И, собственно говоря, набалдашники вот такие вот глухие. Но, чтобы они не отворачивались, мы будем сажать их на фиксатор резьбы. А то будут они отваливаться постоянно. Так что мы капнем фиксатора резьбы. Достаточно. Закручиваем. Со временем она ее склеит. Просовываем. Вот так. Ну и все, в принципе. Основная часть механизма, так сказать, собрана. Вот так. Ну, в принципе, механизм получился следующего характера. Это обычные тиски. Так, ответная часть. Обычно делается ответная часть вот с таким же именно массивом древесины. Но, так как у меня стол металлический, я решил от этого избавиться. То есть у меня есть такая возможность ответную губу сделать очень маленькую. Вот. А саму гаечку длинную приварить к столу. И направляйки с той стороны я тоже приварю к столу. И в принципе все. Значит, тиски установлены. Вот о чем я и говорил, собственно говоря. Втулки направляющих приварены к самому профилю стола.
точка сверху, точка снизу. То же самое и гайка, точка сверху, точка снизу. И большего тут смысла я не вижу. Ну и вот, в принципе, что получилось. Все, намертво закрученные тиски. Единственное, что перед работой и перед вводом в эксплуатацию необходимо их смазать. Опа. Смазки много не бывает. Это вам скажет каждый семейный человек. И изнутри тоже здесь. Здесь. Все. Тиски полностью в рабочем состоянии. О, и помягче крутиться стало. Сказочно просто. Ну и проверим на функционал. Великолепно, я могу сказать. Итак, мои дорогие друзья, плавно я подобрался к финишу этого стола. Но по большому счету финиш — это самая ответственная деталь самого этого стола. То есть это столешница. Столешница выполнена из двух слоев фанеры 12 мм. Два слоя между собой склеены и стянуты саморезами по периметру. К самому столу столешница прикручивается винтами. То есть в профиле я нарезал резьбу и винтами эту столешницу прикрутил. Как видите, сами слесарные тиски заподлицо к этой столешнице. Ну, вот как раз таки я на это и рассчитывал. Перфорация будет как на этих клеточках, так и на тисках. То есть у меня будет возможность зажимать деталь. А для чего же нужна эта перфорация? Перфорация позволяет закреплять любую необходимую мне деталь на этом столе без струбцин. То есть есть специальные приспособки, которые я в дальнейшем покажу, что это такое. То есть я могу как угодно на этом столе закрепить деталь, которую мне нужно обрабатывать, например, рубанком. Также второе назначение этой разметки, я ее прошелся выжигателем, чтобы она была глубокая и чтобы царапины, ну, грубо говоря, разметка моя не стиралась. Это грубый метр по 10 сантиметров. То есть приблизительно без рулетки я могу уже примерно знать, какой длины у меня заготовка. В высоту она 70, в длину она метр. Как я размечал эту разметку? Естественно, торцевой пилой я ровно столешницу разрезать никак не могу. То есть соблюсти полную диагональ у меня не получается никак. Каким путем я пошел? То есть вот эта вот плоскость и вот эта вот линия, я ее взял за базу. То есть это та линия, с которой я начинаю работать. Но для того, чтобы у меня были при установке правильные величины, то есть 45 и 90 градусов, эти все клеточки должны в диагонали быть все одинаковые. И прямоугольник в диагоналях должен быть с точностью до 1 мм. Ну и каким путем я пошел? То есть я прочертил линию по старому дедовскому способу, треугольник с соотношением сторон 3, 4, 5. Я выходил на каждую грань. То есть у меня здесь получилось 90, дальше отсюда отсечка я вышел тоже 90, отсюда отсечка вышел тоже 90. Как ни странно, но у меня получилось выйти с точностью до миллиметра. То есть диагонали каждого вот этого квадратика, они равны абсолютно с точностью до миллиметра. И диагонали вот этого большого прямоугольника, они равны тоже с точностью до миллиметра. Ну, а теперь основная задача сделать на этом столе точную перфорацию. Для этого я буду использовать фрезу. Фреза у меня будет 20. Я уже обозначил, на какую глубину просверливать отверстие. Насквозь решил не сверлить. Почему? Потому что во время работы на этом столе у меня все в эти ящики будет падать вся стружка. Поэтому я буду не досверливать эти два листа. Ну, а, собственно говоря, сами крепежные чопики у меня выполнены из дуба. Да, похоже на винную пробку, но это дубовый именно чопик. Он будет вставляться в отверстие. Я тем самым смогу зажимать деталь. Вот, допустим, у меня вот есть доска, которую мне нужно стругануть. Я поставлю два чопика в отверстие, еще в тисках будут два чопика, и тисками я могу поджать детали и делать с ней все, что угодно. Офигенский функционал.
Я заебался, пойду я спать. После избавления от усталости я все-таки зашлифовал, зашкурил вот эту столешницу. Все получилось как надо, все получилось как меня устраивает. Ну а теперь нужно решить еще одну задачу. То есть тут должна быть накрывная столешница, которая выполняла бы две функции. Первая — это сборочный стол, а вторая — это черновая поверхность, на которой можно покрасить, на которую можно налить масло и на которой в конце концов можно варить. Значит, вот этой столешницей будет последний оставшийся лист. Вы его уже неоднократно видели в видеороликах. Вот, значит, вот эта часть будет сборочная. Ну а при перевороте вот этой пластиночки и вот эта часть будет черновой. То есть я на ней могу покрасить, сделать все что угодно. Но и если использовать ее еще и для сварки, то еще необходимо в дальнейшем прикрутить сюда лист металла, хотя бы миллиметровочку. И тогда, в принципе, этому столу вообще ничего не страшно. И он будет вообще универсальным столом. Ну, так, чтобы столешница не шаталась по самому столу, вот, и чтобы можно было наклонять стол, и она не падала, я решил закрепить ее, так сказать, на 4 нигеля по 4 углам. То есть они будут вставляться, то есть от перекоса и от сползания она будет полностью защищена, а если мне нужно перевернуть, я просто с нигелей снимаю, переворачиваю лист, и все, вот у тебя и счастье. Ну, собственно говоря, и все. Столешница стоит на нигелях, нигеля приклеены в первую столешницу и просто-напросто центрируют верхнюю столешницу. Она не падает, в принципе, чего я и добивался. То есть, когда я буду перевозить стол с места на место, она никуда не свалится, не скатится. В принципе, чего я и хотел. Ну, а для переворота, в принципе, тут ничего такого сложного нет. То есть, сдираем с шипов, переворачиваем. И на те же самые дырки, то бишь отверстия, становится эта столешница. И все то же самое. Она не шатается никуда. Ну, а теперь остался творческий момент покраски и демонстрации, дорогие друзья.
Ну что же, мои дорогие друзья, верстак все-таки готов. Я уже его протестировал в работе, попробовал все его девайсы, и я могу с уверенностью сказать, что меня он устраивает полностью. Он выполняет все возложенные на него задачи. Он является сборочным столом, он является сварочным столом, он является верстаком. Ящички очень даже пригодились, вот. А вот, собственно говоря, вот этих вот тесочков очень сильно даже и не хватало. То есть с помощью них я теперь могу зажимать как фанеру для распиловки, так и тес любого размера. А также зажимаю теперь и строгаю любую деталь, которая мне необходима. И я избавился наконец-таки от струбцин. Ну, для всех тех, кому понравилось это видео, ставим пальцы вверх, не забываем подписываться на канал. Всем пока! Ой.